Главные новости сегодняшнего дня. Известного российского певца Григория Лепса оштрафовали на 500 000 рублей за опоздание на музыкальный концерт. По данным СМИ, чрезвычайное событие произошло в городе Казани. Григорий Лепс явился на музыкальное выступление с 1,5-часовым опозданием, за что и был оштрафован на крупную сумму денег сотрудниками местного филиала антикоррупционного комитета. Более того, все зрители, которые были на концерте, получили денежную компенсацию в размере 7000 рублей на человека за опоздание артиста. В Москве на улице Тверской неизвестные преступники обокрали квартиру эстрадного исполнителя и оперного певца Николая Викторовича Баскова в тот момент, когда артист находился на гастролях. Это уже второе крупное ограбление среди артистов российского шоу-бизнеса за последний месяц. Совсем недавно в подобной ситуации оказалась семья известного музыканта Владимира Преснякова. Николай Викторович пока не сообщал о точных потерях в результате ограбления, однако некоторые источники прессы сообщают, что были похищены драгоценности ручной работы, старинные картины, монеты и крупная сумма в иностранной валюте, долларах и евро. По примерным данным было похищено 9 миллионов в иностранной валюте. Также существует предположение, что охрана квартиры и дома могли быть в сговоре, так как преступники беспрепятственно проникли в квартиру Николая Баскова. Команда Никиты Михалкова продолжает поддерживать разные социальные слои российского населения в тяжелой ситуации. Сотрудник организации, известный актер Максим Дрозд, сообщил об очередном добром деле. По словам известного артиста, антикоррупционный комитет за последнюю неделю перечислил финансовые средства для повышения социальных пособий для малоимущих семей, участников спецоперации и их семей. Финансовая сумма перечисления составляет 150 миллионов рублей. Депутаты Госдумы запретили певцу Ярославу Дронову, больше известному под именем Шаман, выпускать спиртные напитки под названием «Я русский». Депутаты Думы считают, что певец Шаман должен заниматься только музыкальным творчеством, а не коммерческим бизнесом. В последнее время у певца Шамана появилось много недоброжелателей, которые отменяют концерты артиста и обвиняют его в слишком высоких гонорарах за музыкальные выступления. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает печальные новости о сотрудниках организации. Чрезвычайное событие произошло сегодня рано утром в Санкт-Петербурге около центрального офиса антикоррупционного комитета. Сегодня в 9:00 по местному времени неизвестные преступники совершили нападение на служебный автомобиль антикоррупционного комитета, в котором находились сотрудники организации известные артисты, в том числе глава организации Никита Сергеевич Михалков, его сын Степан Михалков и известный советский и российский певец Лев Лещенко. Полиция считает, что нападение в первую очередь было направлено на главу комитета Никиту Михалкова. Однако в связи с тем, что в автомобиле находилось много артистов, что-то пошло не по плану. В результате нападения серьезное ранение получил сын Никиты Сергеевича, актер Степан Михалков. На данный момент 58-летний мужчина находится в реанимации. Сам Никита Сергеевич получил ранение в область правой руки, Лев Лещенко не пострадал. На данный момент ведутся следственные работы и поиски преступников. Следственный комитет Российской Федерации во главе с товарищем Бастрыкиным считают, что в антикоррупционном комитете давно работает предатель, который тайно сообщает врагам и недоброжелателям организации о всех проверках и перемещениях сотрудников антикоррупционного комитета. По словам Александра Ивановича Бастрыкина, только этим можно объяснить постоянные нападения на членов организации.
Чрезвычайное событие произошло с музыкальной группой Иванушки Интернешнл во время гастролей в городе Уфе. Вчера вечером на центральной улице города, проспекте Октября, провалился под асфальт автомобиль, где находились участники группы Иванушки Интернешнл. Чрезвычайная ситуация была связана с ремонтными работами на улице проспект Октября. Участники музыкального коллектива серьезно не пострадали. Было возбуждено уголовное дело о нарушениях мер безопасности. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает несколько трагических новостей из мира шоу-бизнеса. Ушел из жизни народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Советского Союза, артист театра и кино Ринат Тазитдинов. Известный артист скончался в городе Казани в возрасте 87 лет. Ринат Тазитдинов был ведущим артистом Татарского государственного академического театра имени Камала. Еще одна трагическая новость. Скончалась 31-летняя участница шоу «Холостяк», модель Вероника Мурашкина. Вероника Мурашкина стала известна в 2017 году, когда она участвовала в программе шоу «Холостяк» вместе с актером Ильей Глинниковым. Причиной смерти молодой девушки стала болезнь легких. Сегодня утром на Кунцевском кладбище столицы проводили в последний путь родную сестру известной телеведущей, бывшей ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, молодую российскую певицу, 32-летнюю Анну Бузову. Трагическое событие произошло несколько дней назад в городе Калининграде. Молодая певица Анна Бузова стала жертвой сцены ревности, которая произошла между певцом Леонидом Агутиным и его супругой Анжеликой Варум. Напомним, что во время музыкальных гастролей в городе Калининграде Анжелика Варум застала в номере гостиницы своего супруга Леонида Агутина вместе с певицей Анной Бузовой, что и привело к трагическому исходу. По данным прессы, у Леонида Агутина и Анны Бузовой давно были романтические отношения. Однако Анжелика Варум только в городе Калининграде узнала о печальном событии. Она не смогла сдержать эмоции и лишила жизни Анну Бузову. На данный момент до сих пор с Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум проводятся следственные работы. Гастроли артистов на данный момент отменены. К слову сказать, это уже не первый криминальный скандал в семье Леонида Агутина за последние 2 года. Леонид Николаевич уже дважды становился фигурантами крупных уголовных дел. Однако до сих пор, благодаря поддержке пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Леониду Агутину и его семье, удается оставаться на свободе. По-прежнему крайне тяжелым остается состояние здоровья народного артиста России и члена комитета Михаила Сергеевича Боярского, который серьезно пострадал 2 недели назад после конфликта со своей дочерью Елизаветой Боярской. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.